Камера видеонаблюдения с AliExpress, та, которую вы любите, многие полюбили данные камеры, и они лидеры продаж, наверное, со середины 2023 года, и вот по конец люди их берут. Камера 2 в 1, начинка, в общем-то, у всех примерно одинакова, в такую стоимость. Комплектация также одинаково. Видите, вы, новая коробка пошла, шли зеленые коробки, камера с приложением ICC XMI-евское облако, но начали дорабатывать они теперь корпусы. То, что можно было за такую стоимость по слежению, алгоритмы все они поправили, работают камеры, можно сказать, нормально. Некоторых моментов, которых хотелось бы иметь, до сих пор мы в этих камерах не имеем, но как вариант 2 в 1 камеры нижняя со слежением чисто за человеком, верхняя дает команду, нижняя поворачивается. Работает это все отлично. Посмотрите, какой корпус. Камеры становятся в этом варианте 2 в 1 маленькие. Камера, соответственно, меньше заметна, меньше места для установки будет требовать она, потому что первые 2 в 1 шли большие по сравнению с этим вариантом. Все так же двухсторонний кронштейн, крепление потолочное имеется вариант и стеновое. Данная камера под определенным углом установлена, смотрит вниз, не вперед она смотрит, немного вниз. Эта модель, сейчас я вам скажу, многие интересуются, прочитали уже на наклейке, A9Q, 12-вольтовый вариант, без POE. Возможность поворота по горизонтали есть у этой камеры, по вертикали угол не меняется. Плавная бесступенчатая регулировка кронштейна. Просили меня попробовать, насколько можно эту камеру отворачивать. Вот так вот. Упор есть. То есть кронштейн по кругу не вращается. Назад эта камера за собой смотреть не может. В общем-то, я думаю, это и немногим будет нужно. В случае чего ты сможешь повернуть назад полностью вот эту вот камеру нижнюю, которая управляется удаленно. По вертикали и по горизонтали. По двум ночным режимам имеется 4 инфракрасных и 4 белых светодиода ночной картинки свечения. А в этой камере они двухстороннего действия, двойные. ИК, LED. Может эта камера включать белые светодиоды по человеку, и это также будет включать белые светодиоды. Огромный плюс, что это уже маленький корпус. 2 камеры в одной ладони у тебя уже есть. Картинка с 2 камер. По разрешению есть вариант вам заказать там, как указывает продавец на своей странице, 8-мегапиксельный. Это именно вариант. И 4. Берите с максимальным разрешением, потому что эти камеры особым хорошим разрешением картинки не отличаются, потому что вы должны учитывать, что это камера 2 в 1. Хорошего качества, как заявляет 8 мегапикселей, 4 плюс 4, вы не получите. Как по максимуму это, наверное, 3 мегапикселя и 3 мегапикселя, двойная картинка, 2 в 1 пишется на карту памяти, и куда бы вы ни подключали камеру. Камеру можно подключать как самостоятельное устройство, у нее есть слот для карты памяти, до 128 гигабайт поддерживает, там же и кнопка сброса к заводским установкам. Но также эту камеру можно подключить, то есть это ты можешь управлять ею полностью только с приложения на смартфоне, или же программа VMS на компьютере, устанавливаешь эту камеру, туда привязываешь и с компьютера также удаленно просматриваешь камеру, заходишь на карту памяти, управляешь камерой, слышишь, видишь, скачиваешь ролики с карты памяти, установленной в камере, из любой точки мира через интернет. Также к видеорегистратору ты можешь эту камеру подключить. XMI-ский видеорегистратор, полная совместимость, включать по человеку, включать-выключать слежение с видеорегистратора, поворачивать нижнюю камеру, перенаправлять, сохранять видео на жестком диске видеорегистратора. IP-камера универсальный полностью вариант для использования много где, и на FTP сервер можно сохранять кусочки фото, там видео, без звука, кажется. По Wi-Fi есть возможность подключения при условии, что роутер у тебя рядом и хороший сигнал Wi-Fi. Как измерить? Просто ты со смартфоном туда пошел, на то место, где хочешь камеру поставить, посмотрел, ага, сигнал Wi-Fi там не очень.
то, соответственно, также и ловить и камера будет. Кабель. Есть возможность подключить по кабелю, и это более стабильный вариант. По кабелю показываю я вам все, как это делать, уже в своих шортсах. Короткие видео до минуты. Как подключить по кабелю, как отключить кабель, подключить по Wi-Fi, удалить Wi-Fi из камеры, то есть отключить полностью, чтобы чисто камера по кабелю работала. Все эти моменты в шортсах у меня есть. В этом видео просто вам покажу, как эта камера работает, посмотрим. Алгоритмы по слежению, что у нее, может что-то поменялось, но я думаю, ничего не поменялось. Все так же и работает. Муфта на RJ45 можем герметизировать кабель. Разъем питания 12 вольт для блока питания, который идет в комплекте. Опять же, блок питания бюджетный, не мощный. На большую длину кабеля его использовать не будет у тебя возможности, потому что будет просадка по напряжению. Но где-то рядом это идеальный вариант. Помещаешь его в герметичную распредкоробку, туда, где будут у тебя заходить контакты с камеры. Обрезаешь вилку, если нет рядом розетки, тянешь к нему, к этому кабелю 220 вольт кабель. Соединяешь, подпаиваешь, клеммы обжимаешь, уже от твоей фантазии зависит. И все, подключаешь камеру в коробке. Все это контакты закрываешь в коробке, блок питания у тебя находится в коробке. Удлинить по питанию, какой кабель кинуть, ну я не знаю, ну наверное метров 10, а дальше скорее всего уже будет просадка по питанию, поэтому лучше туда тянуть 220. Ну варианты есть, немного вариантов, но есть, поэтому можно уже смотреть по твоей ситуации как и что. Элементы крепления есть, можно их использовать, и булавку, что-то они, булавкой уже комплектуют, чтобы нажимать кнопку удобно было. Сброса к заводским установкам, которую ты редко будешь нажимать, но иногда приходится нажимать. Для сброса камеры к заводским установкам некоторые моменты есть. Показывал я вам видео, как сбросить. Небольшая процедура, понятная. Видео есть. Оставляйте комментарии свои под этим видео, и там можете сразу мне задавать вопрос. Роман, дай ссылку на видео по сбросу камеры к заводским установкам. Сразу вам даю, захожу, читаю все комментарии. Просто подключу камеру сейчас, даже не по Wi-Fi, по Wi-Fi наилегчайшее подключение, потому что камеры уже подключаются посредством Bluetooth, то есть их находит телефон. Тебе только нужно будет открыть приложение ICC. Вот, например, ICC я им пользуюсь. Ну и ICC Pro можно, XMI, XMI Pro. Смотрите, сразу. Устройств в очереди один. Я жму ОК и пошел дальше по инструкции. Камера подключается у меня к роутеру. К роутеру по Wi-Fi. Сейчас я подключу камеру чисто по кабелю. Смотрите, подключаю кабель. Индикация есть. Камера сказала, что изменился вариант подключения, то есть подключен кабель. При этом подключении камера у меня уже будет в домашней сети. У нее включена функция DHCP, автоматическое присвоение свободного IP-адреса домашним вашим роутером, к которому подключен этот кабель. Если по Wi-Fi проговаривает опять камера все эти фразы, вам автоматически появится такая вот рамка. Эти камеры не поддерживают 5 ГГц Wi-Fi, 2,4 ГГц. И прописываешь роутер своего, то есть роутер подтягиваешь и пароль Wi-Fi, доступа до Wi-Fi роутера. Все. Подключаюсь, подождите, и здесь тебе прописано подключение устройства по Bluetooth, обмен данных по Bluetooth, и потом камера подключается к роутеру по Wi-Fi. Приложение находит камеру через роутер и выводит на список устройств твой. Вот можешь присвоить ей имя или прописать сам. А какую запись ввести на карту памяти? Карта памяти обнаружена. Уведомления на смартфон присылать или нет по тревоге. В списке устройств. Коридор. Цилиндрическая купольная камера просит тестирование. Навести, посмотреть, калибровку камеру сделаю позже. Две камеры в одной. Как обычно мы видим с этих камер картинку. Нижняя поворотная, верхняя
Статическая. И вот можно определить по углу, что установлены два одинаковых объектива по 3,6 мм в верхней и в нижней камере. Сигнал Wi-Fi, вот он, видно индикация по сигналу Wi-Fi, качество. Нужно тебе подключить кабель, камера у тебя уже подключена по Wi-Fi к этому роутеру. Все запоминает она, ты просто подключаешь кабель. И камера переключается на работу по кабелю. Ты можешь обновить список устройств. Как тут увидеть? Ты увидишь, что значок Wi-Fi пропадет. Вот, например, выйду я сейчас из камеры и зайду на нее опять. Значка Wi-Fi нету. Доступен пакет облачного хранилища. Также недорого. Зайдите, посмотрите, куда зайти. Вот хранение в облаке. Активировать сейчас, заходишь, там вся информация, выбираешь тариф и видно там оплата, сколько в месяц, первые 30 дней бесплатно, пробный период. Заходи, пробуй, понравится, дальше будешь платить, там недорого. Значка Wi-Fi нету, камера работает по кабелю. Нужно перейти опять на Wi-Fi, просто отрубаешь кабель, камера автоматом подтягивается без всякой перезагрузки по Wi-Fi к роутеру. Есть вариант, чтобы камера забыла Wi-Fi пароль. Я вам показывал в одном из видео шортс. Заходишь в настройки, сбрасываешь камеру к заводским установкам. При этом кабель не отключаешь. Пришло обновление, обновил камеру через приложение. Никаких проблем. Главное, чтобы питание не пропадало при процессе обновления. Это главное первое условие. Обновлять можно, никаких негативных последствий не будет после установки новой прошивки. Также зашел и откалибровал камеру в приложении. Откалибровал две камеры. Процесс есть, процесс я вам показывал. В шорте, если нужно, еще выложу этот процесс. Сопоставляем две камеры, ничего сложного нету. Немного можно завысить позицию нижней камеры, совсем немного, выше, чуть-чуть выше ее приподнимаем относительно верхней. И тогда, как правило, у вас будет отличное слежение, возврат камеры нижней на предыдущую позицию. Это все зависит от калибровки камеры. И также вы верхней камерой, тыкнув по месту, куда вам нужно, чтобы повернулась нижняя, камера нижняя будет поворачиваться туда по клику. Кликнули на какой-то объект, где вам нужно, камера туда нижняя и повернулась. Также от точности поворота нижней камеры именно зависит вот эта вот точность процесса калибровки. Что именно радует сейчас в этих камерах? Слежение. Очень классное слежение за человеком, плавное. Именно алгоритмы уже сделаны на уровне хороших дорогих камер. В двух плоскостях следит и вниз опускается за человеком. Уходит человек дальше, она поднимается. Лево-право, все незаметно происходит без рывков. Очень плавное слежение процесс. Ну и чувствительность. Просто поражает чувствительность верхней, то есть нижней камеры. На огромном расстоянии она определяет силуэт человека, ну и начинает за ним следить. Выключите слежение, она не будет следить за ним, а определение останется. Ну и, соответственно, запись, приход уведомлений вам на смартфон по человеку. Все эти моменты. Также верхняя камера видит человека, зовет нижнюю, нижняя поворачивается и следит за этим человеком. Ну и самый главный плюс этих камер, и за что люди их любят и покупают, это то, что это две камеры в одной. Ты можешь верхнюю повернуть направо до упора, а нижнюю уже управлять как хочешь, ставить в перекрытие, делать широкий угол захвата, то есть территории. По сути, у тебя две камеры на одном месте установлены. И, соответственно, цена немаловажна. Зайдите по ссылке, посмотрите актуальную стоимость. Цена тоже очень радует. Сразу ответ тем, кто спрашивает, на каком расстоянии можно приблизить, рассмотреть номера автомобиля, людей. Это не та камера, это не дальнобойный вариант камеры, а именно можно ее, как назвать, и панорамной, потому что две в одной все-таки. На небольшую территорию широко следить за небольшой территорией. Недалеко, а широко. Надо вам дальнобойные, надо с хорошей четкостью распознавания номеров автомобиля и лиц людей. Есть специализированные камеры с хорошим оптическим
зумом с варифокальными объективами. На мониторе видеорегистратора XMI-евского, который того же самого производителя, что и камера, полная совместимость, с которым можно управлять камерой, включать-выключать слежение, по человеку тревогу включать-выключать, также управлять нижней камерой. Вот так выглядит в основном потоке, то есть когда ты открываешь картинку на одну камеру, на весь экран. Перейти в многоканальный режим просмотра камер, которые подключены к видеорегистратору. У нас также есть картинка и также две камеры в одной. Верхняя камера и нижняя камера. Картинка состоит из двух частей. Запись также на жесткий диск ведется две в одной. Вот я вам оригиналы с видеорегистратора жесткого диска сбрасываю для просмотра с разрешением 6 мегапикселей при 12 кадрах в секунду. Со звуком все пишется, зашел, забрал ролики с видеорегистратора, с приложения видеорегистратора, или же с карты памяти, установленной в камере. Вариантов много. Также облачный сервис есть, если нужно, активируешь хранилище, еще дополнительно ролики хранятся на облаке для безопасности. Также камера может переходить в цвет, если ты задашь. Включать прожекторы белые верхней камеры, нижней, по человеку именно это происходить будет. И поворачиваться, следить за человеком именно со включенным белым светом. Очень удобно, когда кто-то подходит к калитке, к твоим воротам, к двери входной, например. Или же ты пришел, и камера тебе подсвечивает. Подсвечивает, поворачивается за тобой, пока ты куда-то там идешь во дворе, перемещаешься по двору, камера смотрит за человеком, следит и светит. Это такой себе прожектор со слежением. Плюс еще запись, сохраняется цветная картинка. Очень удобно. Можно включать, можно выключать. Все это делать можно как с приложения на смартфоне в разделе «Ночные режимы», так и с видеорегистратора и программа VMS на компьютере. Все это можно делать или с веб-интерфейса камеры. На сегодня все. Подпишитесь на канал, подпишитесь на Telegram. Там с вами общаюсь. Telegram-канал. Все полезные ссылки в описании под этим видео и в закрепленном комментарии. На TikTok также подпишитесь, там видео-анонсы. Сегодня видео снимаю, заодно сразу анонс в TikTok выкладываю. Завтра будет опубликовано на YouTube. И также эту камеру продаю вам и много еще чего, что показываю на своих видео в Украине по цене AliExpress. Вся информация и переписка с вами в Telegram. Всем удачи, до следующих видео.